Рубленое – самый универсальный вид теста. Готовить его можно двумя способами, и в сегодняшнем видео вы узнаете, чем же отличаются изделия из теста, приготовленного по одинаковому рецепту, но двумя разными методами. Кроме того, из этого теста мы приготовим два пирога: сладкий тарт-татен с яблоками и киш, несладкий заливной пирог. Поехали! Вы на канале Жизнь вкусная. Рубленое тесто – это подвид песочного теста, и если песочное классическое готовится из ингредиентов комнатной температуры и применяется в основном для сладкой выпечки, то рубленое готовится из ингредиентов холодной температуры и применяется как для сладкой, так и для несладкой выпечки. Вы можете свободно печь из него все, что угодно. Печенье, тарталетки, закрытые, открытые пироги и даже торты – все будет на высоте. Приготовить рубленое тесто можно двумя способами. Если вам кажется, что на выходе изделия будут полностью одинаковыми, то это видео убедит вас в обратном. Я специально испеку по отдельному кусочку из каждого замеса теста для того, чтобы мы смогли рассмотреть текстуру готового изделия. Ну а из приготовленного теста мы испечем два пирога, поэтому видео будет очень насыщенным. Никуда не убегайте. Классический рецепт рубленого теста предполагает 3 части муки, 2 части ледяного сливочного масла, 1 часть жидкости. В данном случае я беру воду, которую слегка подкислю лимонным соком, а также я возьму по щепотке соли. Здесь у меня 2 набора ингредиентов сразу для 2 порций теста. Многим больше нравится вариант из 2 частей муки и 1 части масла, а жидкости сколько возьмет тесто. Так выходит экономичнее с точки зрения расхода сливочного масла, но вы можете выбирать и готовить тот вариант, который вам больше нравится, больше подходит. Я все-таки больше люблю классический вариант 3-2-1, потому что тесто получается с максимально насыщенным сливочным ароматом и очень хрупкое, нежное, слоистое. Приступаю к приготовлению теста первым ручным способом. Сперва я добавлю лимонный сок в водичку, чайную ложку буквально лимонного сока нам необходимо. В муку добавляю щепотку соли и слегка перемешиваю. Высыпаю муку на рабочую поверхность, так мне будет удобнее работать с тестом. Теперь беру кусочек подмороженного, очень охлажденного подмороженного масла и начинаю натирать его в муку. В принципе, можно натирать его на терке, на крупной терке, либо же порубить при помощи острого ножа или скребка. Тут уже выбирайте тот вариант, который вам удобнее. Главное делать все быстро, для того, чтобы масло не начало слишком сильно мягчиться и таять от тепла рук. Вот именно поэтому проще работать на какой-то рабочей поверхности, которая плоская, потому что тут раздолье в плане территории. Задача порубить масло в муке таким образом, чтобы масса стала приблизительно однородной, но сохранялись небольшие вкрапления масла. Я собираю его в небольшую кучку и буду вводить подкисленную водичку. Ввожу понемногу и буду просто вмешивать ее. Важно просто собрать эту крошку в такой единый ком теста. Не нужно слишком замешивать его для того, чтобы масло не начало согреваться. Важно сохранить холодную температуру всей смеси. Кстати, это тесто называется еще быстрым слоеным. Мне очень нравятся эти вкрапления масла разного размера. Как раз кусочки масла и придадут слоистость тесту. Все, тесто готово. Сейчас я заверну его в пищевую пленку и отправлю в холодильник на час-два. Тесто я слегка расплющиваю, так оно быстрее охладится. Второй метод приготовления рубленого теста при помощи кухонного комбайна или чаши блендера. Отправляю сюда муку со щепоткой соли и сливочное масло, которое я нарезала вот такими вот небольшими кубиками. Этим методом я пользуюсь чаще чисто с точки зрения удобства. В воду я уже выдавила немного лимонного сока. Пробиваю смесь в комбайне до состояния масляной крошки. Вот такой должна получиться крошка. Вливаю сюда воду с лимонным соком и пробью тесто еще раз до объединения. Посмотрите, тесто готово молниеносно быстро, контакт с руками минимальный, поэтому перегрев ему не страшен. Сейчас я заверну его в пленку и отправлю в холодильник на час-два. Что ж, тесто охладилось. Сейчас я отрежу по небольшому кусочку, раскатаю и испеку, чтобы рассмотреть, какое же оно получается. Печь буду при температуре 200-210 градусов в течение 10 минут.
Это кусочек, приготовленный ручным способом, а этот кусочек приготовленный в комбайне. Посмотрите, как отличается текстура опытных образцов. Тесто, приготовленное при помощи комбайна, более однородное, а тесто, приготовленное ручным способом, более такое вот неоднородное и слоистое. Посмотрите, какой у него шикарный разлом. Это тесто лучше подойдет для каких-то пирогов заливных кишей. То есть у него тоже есть слоистость, но она более деликатная, более такая, менее выраженная, но тем не менее это тесто все равно очень хрустящее. Ну а теперь не пропадать же приготовленному тесту, поэтому будем печь из него пироги. Кстати, такое тесто может храниться в холодильнике в течение 2-3 дней, а в морозильной камере 1-2 месяца. Тесто из комбайна пойдет на заливной пирог киш, а тесто, которое мы приготовили рубленым способом, быстрое слоеное тесто, будет основой для пирога перевертыша из яблок, тарт татена. Начинка для киша будет состоять из 200 граммов отваренного куриного мяса. Также я буду использовать 100 грамм феты, 50 грамм черных маслин, один небольшой красный сладкий перчик. Для заливки я буду использовать сметану нежирную в количестве 200 грамм, 2 яйца, соль и перец по вкусу. Если вы отваривали, например, куриную грудку, то просто разделите ее вот на такие вот фракции. Фету я буду крошить уже непосредственно в сам киш. Сейчас я займусь подготовкой перца и маслин. Перец попросту нарежу небольшими кусочками, а маслины разрежу напополам. Если вдруг вы не любите маслины, можете заменить их оливками или же вовсе не использовать. Взять какой-нибудь другой овощ, например, зеленый горошек или замороженную кукурузу. Займусь приготовлением заливки. Для этого яйца я отправляю к сметане, приправляю все солью и перцем и смешиваю до однородности. Если вы хотите, можете вместо сметаны использовать сливки. Раскатываю тесто для киша. Этого теста достаточно для пирога диаметром 24 см. Я буду печь в прямоугольной форме. Если в заливных пирогах вы любите более толстое тесто, то берите форму меньшего диаметра. Формирую бортики. Я не буду их специально подрезать, пускай они будут такими по высоте, немножко неоднородными, так мне нравится. Если вы хотите, вы можете все подрезать. Приступаю к заполнению киша начинкой. Сперва я вливаю всю заливку. Можно сперва разложить ингредиенты, а затем уже вылить поверх заливку. Мне нравится, когда ингредиенты слегка как бы выступают из заливки. Такие вот заливные пироги хорошо подавать как в теплом виде, так и в охлажденном. Единственный нюанс, что разрезать пирог лучше после того, как он остынет, иначе кусочки могут быть не совсем аккуратными. Ну и подавать его уже потом, разогревая при помощи микроволновой печи, например. По крайней мере, так всегда делаю я. Пирог готов отправиться в духовку, он будет выпекаться в течение 40 минут при температуре 200 градусов. Для тарт-татена я возьму 4 яблока сладких сортов, у меня здесь Golden, 150 грамм сахара и 50 грамм сливочного масла. Первым делом отправляю сахар на сковороду, чтобы он там медленно топился. Этим временем я займусь яблоками, очищу и разрежу их на части. Кстати, если у вас есть такая сковорода, которую можно поставить в духовку, то вы можете готовить прям все в одной посуде. Растопить там карамель, туда же уложить яблоки и затем сверху накрыть тестом и выпечь. Я буду выпекать в отдельной форме, потому что сковороды, которую можно отправить в духовку, у меня нет. Отправляю в карамель сливочное масло. И при помощи венчика быстро вмешаю его.
Выливаю карамель в форму. Я застелила дно пергаментом для того, чтобы быть на 100% уверенной, что все отойдет замечательно. У меня форма диаметром 28 сантиметров. Ну, сейчас немножко постараюсь распределить карамель, но это не очень принципиально, потому что в духовке все равно все будет жениться, распространяться и все будет равномерно. Теперь я уложу в карамель очищенные ранее яблоки. Я достала из холодильника и сейчас буду раскатывать тесто, которое приготовленное ручным способом. Я раскатываю тесто в пласт чуть-чуточку больше, чем диаметр моей формы. В целом допустимо, если это тесто слегка трескается, если у него немножечко рваные края. Хуже, когда оно прям полностью гладкое, однородное. И еще хуже, если оно блестит. Это значит, что масло в его составе перегрето, и тесто, скорее всего, будет тугим. Ножом я сделаю пару профилактических надрезов для того, чтобы выходил лишний пар во время выпечки, и корж из теста просто не вздулся, не стал куполом. Выпекаю татен при температуре 200-210 градусов в течение 20-25 минут или до румяного цвета. Верю, что мое видео заставит полюбить вас рубленое тесто еще больше, поэтому храните стратегический кусочек в своей морозильной камере, готовьте, пускай вам будет вкусно. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами была я, Галина Артеменко, и канал «Жизнь вкусная».